50 часов автономности, мультипоинт с заявленной возможностью подключения двух устройств. Уникальный, не похожий ни на кого дизайн. По проводу можно слушать даже выключенные наушники. И звучание, которое свободно можно назвать аудиофильским, хотя, разумеется, как всегда, с некоторыми оговорками. И само собой, подключать их для проигрывания музыки можно как по мини-джеку, так и по Bluetooth и через кабель Type-C. Что, кстати, очень удобно слушать и заряжать одновременно, даже от телефона. Tube 809, всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, канал домашний, и я все еще ценю ваше время. Рассказываю обо всем максимально быстро и емко. Кто не успевает, ставьте скорость YouTube на 0.5. Как говорится, подход топорный. Накладные беспроводные наушники на моем канале встречаются не особо часто, от того, что я покупаю для обзора только то, что мне заведомо понравится. Благо их всегда можно пойти послушать и примерить в магазине, а потом уже заказывать их на Али. Бренда FIA на канале много, и это не от того, что я его амбассадор, а от того, что они делают и правда уникальные девайсы. Чего стоит один только их комбайн для аудиофилов, который я, к слову, до сих пор использую по предназначению. И обзор на него вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. А в этот раз я разрушу интригу сразу. FIA и ANC звучат во всем лучше, чем Anker Q30 и более натурально, но менее басовито, чем Sony WH-1000XM4. И из того, что я слышал от Bose до $400, FIA звучит по мне лучше. Хотя мне звучание Sony ближе, и да, материалы с шумодавом по сравнению с FIA на 2 головы выше, у Sony и у Bose. Но это все лирика. Так, разрушили интригу, нажили себе хейтеров-аудиофилов, теперь пора вам рассказать о FIA ANC. Упаковка дешево, но интересно. Вскрывается как матрешка. Даже под конец начинаешь нервничать. Химией не пахнет. В комплекте чехол, наушники, инструкция, кабель Type-C довольно короткий, и его вам нужно будет заменить, позже расскажу почему. Плюс AUX кабель очень хорошего качества. Бонусом шла одна пара сменных тканевых амбушюр, которые здесь меняются довольно быстро. Убило, что при вскрытии чехол был слегка грязным, а когда с чашек я снимал пленку, часть клея пришлось потом удалять вручную. Ощущения не из приятных, конечно, да и вообще все здесь было без ощущения премиальности. Вообще все, кроме звука. Вскрыли. Дальше идем по пути наименьшего сопротивления и скачиваем программу FIA Control. Скачали, подключили наушники, и теперь можно их настроить. Разумеется, до этого нужно заглянуть на FOPDA, посмотреть последнюю версию прошивки, сравнить и дальше приступить к изучению возможностей данного девайса. Если обновление прошивки не нужно, если нужно, то обновить. В целом, самое интересное у FIA и самое нужное — это встроенный эквалайзер в программе. Один раз настройте под себя, и он будет работать во всем. Настройка более чем тонкая. FIA EH3NC — это первые наушники FIA с шумоподавлением с поддержкой множества форматов Bluetooth кодеков. Это AAC SBC, aptX, aptX Low Latency, LDAC и aptX HD. На борту у наушников есть модуль NFC для более быстрого обнаружения при первом подключении. Шумодав давит звуки до 30 дБ, хотя в аналогичных девайсах уже давно от 35. Чашки вращаются и раздвигаются, менять их максимально просто. В тканевых чашках уши не потеют. Bluetooth версии 5.0 через одну стену ловит. Чип Qualcomm CSR8675. Не самый новый, но стабильный. Встроенный аккумулятор литий-полимерный на 1000 мАч. Вывозит на 50% громкости, 50 часов автономности без активированного активного шумодава. И 30 часов с ним. Если хотите пользоваться одним активным шумодавом без музыки, наушники смогут работать 62 часа, но он здесь слабенький, сразу вас предупреждаю. Заряжаются уши бодрых 3 часа. Понять оставшийся заряд в наушниках можно по диодам в индикации, сопрячь по Bluetooth либо через кнопку сопряжения, либо через модуль NFC. Вес и размеры вы видите сейчас на экране. Динамики здесь на 45 мм. Круто, что при подключении к ноутбуку или компьютеру определяются они под своим именем сразу. По проводу, конечно, не работает активный шумодав. И кто не понял, наушники могут быть подключены к телефону через провод Type-C, и встроенный ЦАП наушников при этом подключении справляется очень даже хорошо. Bluetooth, как я и говорил, версии 5.0, заиканий не было, стабильно они ловят через одну стену, заметной задержки в YouTube играх нет, вот вам пример его работы. Микрофоны. По мне, пользоваться ими комфортно можно только в помещении. Пример их работы вы сейчас услышите. Пример записи микрофонов беспроводных наушников накладных EH&C в помещении. В помещении работают, как и все наушники, нормально. На улице я даже записывать не стал, потому что
по мне, эти полноразмерные наушники имеют ужасные микрофоны, во всяком случае, для улицы. Разговаривать можно, но без особой радости. Вот сейчас я открыл окно, допустим. Вообще практически шума нет, но я уверен, что вы шумы слышите. Когда я разговариваю по этим наушникам с собеседниками на улице, очень сильно жалуются на посторонние шумы, на то, что практически не разобрать мой голос. В наушниках нет сенсоров приближения, нет сенсорной панели для активации режима прозрачности, да и в принципе режима прозрачности здесь нет. Не самый шикарный дизайн и не самые лучшие амбушюры. Активный шумодав при подключении по Type-C не работает, и он здесь значительно хуже, чем у Bose и Sony. Быстрой зарядки у наушников, к сожалению, нет. Непростое обновление прошивки через программу FIA Bluetooth DFU, которую можно скачать с официального сайта, многим просто будет лень это делать. Прибеги слетают так же быстро, как и Anker Q30, это их слабая сторона. Чехол для наушников слишком простой, лично по мне. Материалы у наушников не самые премиальные. Есть ощутимые скрипы пластика во всех движущихся частях элементов наушников. Не критичные, но неприятные. Битрейт для хорошего звучания желательно выставлять в настройках телефона вручную. Понятно, что это с условием, что у вас поддерживается соответствующий кодек. И напоминаю, по мне это аудиофильские наушники начального уровня. Все, что я вам сейчас описываю, включая недостатки, это все накладывается на очуменное звучание, о котором я позже расскажу. Также недостаток: у некоторых пользователей слышен белый шум. У меня слышно его не было. Под Windows отсутствует индикатор заряда, тоже минус. Пену в амбушюрах в изголовье без эффекта памяти. Пассивное шумоподавление по мне очень плохое. Родной провод можно использовать только для зарядки. Для подключения и получения звука с компьютера нужно подключать свой провод, дата-провод. Воображаемая сцена здесь больше средней в глубину и ширину. Ударные звучат круто, высокие частоты акцентированные, так же как и низкие. Протяженность я бы сказал, что средняя. Массивность и бас по мне вот их основа. При подключении по USB они играют значительно лучше. При активном шумодаве работают, как вы понимаете, хуже. Напоминаю, он здесь не супер. Звук: диафрагма с двухсторонним титановым покрытием делает свое дело. Детальность у звука хорошая, низкие частоты выраженные, хоть и меньше, чем в ушах от Sony. С первых минут у вас ощущение, что покупка в принципе себя оправдывает, если вы покупали на Али, а не за full прайс в России. Звучание по мне чистое и собранное. В матерчатых амбушюрах звук не особо меняется. Единственное, меньше уши потеют. Мои уши полностью без проблем помещаются в чашку, хотя я могу предположить, что у кого-то они не поместятся. Цена по ссылке в описании к видео в районе $169, опять же на распродаже, которая начнется через 4 дня. Ну и конечно, при использовании промокодов, которые вы можете найти в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. В нем, кстати, несколько еще конкурсов проходит, прочитайте описание к ролику, узнаете, сколько я всего разыгрываю. Там слишком много, чтобы я перечислял сейчас. Резюмирую, советую: по звуку, если использовать провод, это начальный аудиофильский топ. Ну а если по воздуху, однозначно нужно будет включать голову, и вы получите отменный звук. Если есть возможность, сходите их послушать. Повторяюсь, любые наушники нужно тестировать самому, а потом уже заказывать там, где выгоднее. В полноразмерных все нереально индивидуально. Не забываем, что за лайк, подписку и комментарий на моем канале каждый месяц 30 числа разыгрываются 5 Mi Band 5 серии, помимо остальных конкурсов. Добавляйтесь во все социальные сети по ссылкам в описании к ролику. Особо полезна по мне группа взаимопомощи в Телеграме. Там уже почти 5500 человек, и в онлайне как минимум 500 днем. Не забываем, что канал без мата. Подписываемся с колоколом. Спасибо за просмотр. Девайс сюда. Добра и удачи вам, друзья.